Некоторые люди могли заметить то, что на моем канале появился бесконечный стрим. Я, недавно настроив его, решил то, что должен поделиться своими знаниями на ютубе. Ну или просто мне нужны просмотры на самом деле. В общем, сегодня мы разберемся о том, как можно сделать бесконечный стрим и зачем это нужно делать. Ну а также я заметил то, что мои неигровые видеоролики набирают просмотры больше, чем игровые, поэтому я решил немного разнообразить свой канал. Впрочем, всем привет, это Айрал ТВ, и сегодня мы будем настраивать бесконечный стрим с сырой маской, с крутым задним фоном и с крутой вебкой. Погнали! Перед тем, как начнется этот видеоролик, я хочу, чтобы вы поставили лайк на это видео, подписались на канал, а также перешли в телеграм-канал, который находится в описании. Там мы выбираем игры для стрима, так что приходите, пацаны. Поговорим немного о том, вообще зачем нужен бесконечный стрим. Но в первую очередь это халявный трафик, то есть вы можете транслировать какой-то видеоролик и к вам будут приходить люди, подписываться, ставить лайки, накручивать просмотры. Но как накручивать? Это же живые люди. Что в свою очередь в будущем может продвинуть ваш проект или же набрать условия для того, чтобы подключить монетизацию, если она у вас, конечно, работает. Также, например, можно раскрутить свой канал и потом его продать. Тоже, кстати, хорошая схема. Но у каждого свои на самом деле цели, и я не буду даваться глубоко в подробности. Я привел базовые из них. В данном видеоролике я буду рассказывать, как настроить бесконечный стрим тремя способами. Какие-то из них легкие, какие-то из них сложные. Но прежде чем начать настройку бесконечного стрима, для начала нам нужно создать трансляцию на самом YouTube. Для этого вам нужно перейти на свою страницу канала и нажать сверху кнопку «Создать» и начать трансляцию. После этого в столбце управления нажимаем «Запланировать трансляцию». Тут мы можем создать новую трансляцию или же скопировать настройки предыдущей. Я скопирую настройки предыдущей трансляции. Заполняем название, описание, указываем игру или выбираем категорию другую, указываем значок, плейлист, включаем монетизацию, если таковая имеется, настраиваем настройки чата. В принципе, это все не особо важно. Также указываем доступ к трансляции, открытый доступ. Но для теста я поставлю доступ по ссылке. Выключаем автоматический запуск и завершение и настраиваем нужную задержку трансляции. Я поставлю стандартную. Итак, первый способ настройки бесконечного стрима — это ПК плюс OBS. В данном случае стрим будет транслироваться на вашем компьютере. Для того, чтобы это сделать, вам нужно открыть OBS, создаем сцену, заходим в настройки, подключаем обязательно свой аккаунт Google. В настройках вывода ставим любые настройки, но для того, чтобы не нагружать ваш компьютер, я советую вам сделать их минимальными. После этого нажимаем ОК и нажимаем «Выбрать трансляцию». Выбираем «Выбрать существующую трансляцию» и выбираем нашу трансляцию, которую мы недавно создали. Нажимаем ОК и создаем источник, в данном случае Media Source. Выбираем нужный файл, видео или картинку и обязательно нажимаем на кнопку «Повтор». Это очень важно. Растягиваем видеоролик так, как надо. После этого переходим в браузер, ждем, пока появится предпросмотр и нажимаем на кнопку «Начать эфир». Все. И после этого наш видеоролик будет транслироваться, и после того, как он заканчивается, он будет повторяться еще раз и еще раз. Теперь бы я хотел рассказать о плюсах и минусах данного способа. Плюсы. Легкость. Данную систему очень легко настроить по сравнению с другими способами. Вам нужно всего лишь скачать на ваш компьютер OBS и сделать настройки, которые я уже говорил. Ну и собственно говоря все. Это единственный плюс, который есть. А вот минусов тут довольно много. Первый минус — это то, что это не автономно. После того, как вы выключите свой компьютер, ваш стрим закончится. Ну и также я думаю, что никому не захочется на фоне держать стрим. Это банально неудобно и ощущается дискомфорт, если ваш компьютер довольно слабый и он не может потянуть этот стрим. Второй минус — это дороговизна. На самом деле, даже если вы оставите свой компьютер постоянно 24/7, вы заплатите очень много денег за свет. Поэтому способ на любителя. Кто хочет, можете пробовать. Да. На самом деле данный способ мне не особо зашел, я сделал немного иначе, об этом я скажу дальше. Второй способ настройки бесконечного стрима — это Windows Server плюс OBS. Настройка Windows Server на самом деле мало чем отличается от первого способа, но в данном случае вы настраиваете это все на отдельной машине, которую арендуете. Расскажу, как это можно сделать. Я использую сайт vdsn.ru, ссылка на который в описании. На самом деле это никакая не реклама, просто я сам им пользуюсь, он довольно удобный и очень понятный, как я считаю. Нажимаем на кнопку «Создать сервер» после авторизации пополнения баланса, выбираем Windows сервер и выбираем наш сервер, который хотим арендовать. Ну, например, я хочу себе средненький сервер за 24 рубля в день. Отключаем автоматическую резервную копию и нажимаем кнопку «Создать». Теперь мы ждем, пока наш сервер создастся. После создания сервера нажимаем на него и переходим во вкладку «Доступ». И копируем наш пароль, который мы получили к серверу. Также нажимаем на кнопку VNC. С помощью этой кнопки мы можем открыть наш сервер прямо в браузере. Используя кнопку сверху, разблокируем нашу машину и вводим пароль, который получили недавно. После того, как мы авторизировались на сервере, нам нужно будет сделать все те же шаги, что и с первого пункта. Такие как скачать OBS,
подключить аккаунт Google и прочее. Сразу перейду к плюсам данного способа. Это автономность. Вы можете смело выключить свой компьютер, и ваш стрим будет транслироваться 24/7 без вашего ведома. Это по кайфу на самом деле. Также к плюсам можно отнести то, что это довольно легко. На Windows сервере довольно все легко настраиваться, так же, как и на вашем компьютере. И никаких проблем, я думаю, вы с этим не ощутите. А что касается минусов, это дороговизна сервера. Чтобы вам транслировать хоть как-то маломальски какой-то нормальный видеоролик, и чтобы не было никаких проблем, вам понадобится арендовать достаточно мощный сервер. Тот сервер, который я показал в примере, на самом деле подойдет для того, чтобы транслировать видеоролики с 30 FPS и 720p. Не очень густо, несмотря на то, что тут 4 гигабайта памяти и 2 ядра процессора. А более мощные сервера на самом деле довольно дорогие и банально невыгодные. Поэтому если вы хотите нормальный автономный стрим и у вас нет проблем с деньгами, смело можете убирать этот способ. Для всех остальных же есть способ 3. Ну и последний способ, как я считаю, самый топовый. Это настройка стрима на Linux сервере CentOS 8 плюс FFmpeg. Это звучит трудно, на самом деле так оно и есть. Суть данного способа в том, что мы в этот раз арендуем сервер не на Windows, а на Linux. Таким образом мы получим оптимизацию и можем взять более слабую машину. Выбираем нашу систему CentOS. Я предпочитаю 8-ю версию. Выбираем стандартный сервер, я возьму самый дешманский за 15 рублей в день. Отключаем автоматическую резервную копию и создаем наш сервер. Ждем, пока он создастся, и открываем его. Таким же образом, как на Windows сервере, копируем наш пароль и заходим в консоль. Вводим логин и вставляем наш пароль через кнопку «Вставка». Таким образом попадаем в консоль, из которой мы можем делать наш стрим. На самом деле настройка бесконечного стрима на Linux довольно обширная тема. Ее очень хорошо описали в одной из статей, ссылку на которую я оставлю в описании. Я настраивал сервер именно на ней. Ну а если вам не удалось и так настроить, то я могу сделать также отдельное видео на эту тему. Если вы захотите, я увижу вашу активность. А лайк и комментарий. Также вы можете использовать нейросеть для того, чтобы спросить у нее какие-то определенные вопросы или решить какие-то существующие ошибки. Она вам поможет, и вы сможете с помощью нее настроить сервер. Если кратко, вам нужно всего лишь подключить репозиторий EPEL, поднять FTP сервер на Linux и установить FFmpeg. Это плагин, через который можно транслировать стримы на YouTube. Перейдем к плюсам данного способа. Самый главный плюс, как я считаю, это то, что это очень дешево. Пацаны, я смог с помощью 2 гигабайтов оперативной памяти и одного ядра процессора запустить стрим 60 FPS 720p. Но если подшаманить, там можно и в 1080 запустить, между прочим. Также я ставлю свою личную команду, которую я сделал на основании статьи, которую я уже упоминал. Выглядит она вот таким образом. В конце ключ трансляции, который я заблюрю. На моем сервере, такой же, как у меня по характеристикам, транслировать стримы с частотой 60 FPS 720p. Битрейт уже настроите в зависимости от скорости соединения. Но все-таки я предпочитаю ставить 6000. Это усредненное значение, оно на самом деле не точное. Второй плюс данного способа — это автономность. Точно так же, как и с Windows сервером, вы можете выключить свой компьютер, и никаких проблем у вас не будет с этим. Ваш стрим будет транслироваться на сервер, и вашего участия здесь не нужно. Перейдем теперь к минусам данного способа. Первый, самый главный минус — это то, что это очень трудно все настроить. Linux на самом деле довольно трудная тема, и ошибок там может быть много. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете попросить, чтобы я снял отдельное видео. Я уже об этом говорил, но еще раз говорю, понимаете, да? Или же вы можете просто тупо спросить меня об этом в комментариях. Возможно, я вам отвечу. Также некоторые дополнения, которые я узнал после того, как настроил стрим на серверах. Если вы включаете ваш стрим на сервере, то советую ставить задержку стандартную и дополнительную задержку 1 минута, что позволит хоть чуть-чуть, но маломальски качественнее транслировать изображение. Также, что касается FFmpeg, там есть довольно много параметров, и вы можете посмотреть их все в интернете, а также с помощью нейросети. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ставьте колокольчик. А также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Там мы выбираем игры для стрима, и можете приходить на стримы, чтобы вот этого бардака, который сзади есть, его не было, и вообще качество видеоролика было лучше, потому что я снимаю на вебку. Ну, в общем, инфу вы узнали, пацаны. Всем ББ.